Всех приветствую на нашем канале. Сегодня я пеку домашний ржаной хлеб на домашней ржаной закваске. Так что присоединяйтесь. Первое, что нам необходимо сделать, нам нужно поставить опару. Опару я ставлю из 40 грамм стартера закваски. Закваска у меня выведена из ржаной цельносмолотой муки. Закваска готовится где-то 5 дней. Так, 380 грамм ржаной муки обдирной и 380 грамм воды. Сейчас все это смешиваем и оставляем ориентировочно не меньше, чем на 8 часов. После 8 часов мы будем за ней наблюдать. Время приготовления опары будет зависеть от нескольких моментов. Насколько у вас хорошая закваска сильная, от муки, от температуры, в которой она сейчас будет у вас созревать. Но не менее 8 часов, так что ориентируйтесь. Может занять до 12 часов. Лучше поставить в стеклянной посуде. В ней будут хорошо просматриваться поры. То есть лучше будет видно, созрела она или нет. Буханка хлеба получится на килограмм. Сейчас вес опары у меня составляет 800 грамм. У кого форма поменьше, можно делать поменьше. Все, хорошо перемешали. Сейчас я накрываю пленкой. Накрыть нужно обязательно. Или крышкой, или пленкой. Опару нужно поставить рано утром, подходить и, допустим, и уйти на работу. Можно поставить с вечера на ночь и уже утром за ней поглядывать. Все накрыла полотенчиком, чтобы ей было тепло. И засекла время. Через 8 часов я начну за ней посматривать. У меня прошло ровно 8 часов, и она прям уже очень хорошо поднялась. Сейчас я покажу сбоку, чтобы было видно. Смотрите, как пленка надулась. Сейчас я ее уберу. Вот о чем я говорила. В стеклянной посуде будет намного удобнее наблюдать за опарой. Она вся пористая, стала воздушная. Когда уже пузырьки начинают прорываться, когда она хорошо поднимется и пузырьки начинают прорываться, все, опара готова у нас. Вот посмотрите, какая она вся воздушная, вся пышет. Когда опара уже готова, находится вот в таком состоянии, приступаем к следующему этапу. Я заранее подготовила 50 мл воды, добавила туда где-то пол чайной ложки кориандра, залила прям кипятком. И вот пока у меня пара поднималась, она у меня постепенно остыла. То есть комнатная температура у меня 50 грамм с кориандром и 150 грамм такой же муки. Сейчас все это дело выливаем. Кориандр можно добавить было и в первую воду при опаре. Я и так делаю. Где-то 1,5 ложки соли. Хорошо все перемешиваю.
Хорошо промазываю всю форму до самых краев маслом. И выкладываю наше тесто в форму. Смачиваю ложку водой и хорошо утрамбовываю. Сверху можно посыпать семенами, кто хочет. Можно зирой, можно кориандром, можно кунжутом. Но я семена добавлять не буду сегодня. И накрываю все хорошо пленкой. Опара у меня поднималась при температуре 26 градусов. В это же место сейчас ставлю и форму. При комнатной температуре сейчас будет наш хлебушек подниматься где-то в районе 3 часов. Если сделаете чуть потеплее, допустим, вот так 26-27 градусов, то за 1,5 часа ориентировочно он уже поднимется. Я тесто на расстойку обычно ставлю на газовку, на деревянную доску. И вот так вот чуть поодаль включаю тихо-тихо газ. И получается у меня где-то 26-27 градусов. Близко только не ставить, близко ставить не нужно, чтобы она не нагрелась сильно. Вот сейчас засеку. 1,5 часа обычно у меня уходит при такой температуре на подъем. Ждем. Прошел час. Посмотрите, он хорошо поднимается. Я пленку убрала, чтобы пленка его не зацепила, а то упадет. Посмотрите, как он хорошо поднялся. Духовка у меня разогрелась. Выпекать я буду ровно час. Духовку разогреваю до 250 градусов. 10 минут прям по таймеру пеку на этой температуре. И после 10 минут я снижаю до 200 градусов и выдерживаю остальные 50 минут. Так, все, 250 градусов. И поставила. Он особо уже подходить не будет, подниматься. По объему такой же и останется. Хлеб испекся. Вытаскивать из формы я его пока не буду. Я накрою полотенцем и пусть немножко постоит, остынет, чтобы его не сломать. Чтобы хлебушек хорошо выпрыгивал с формы, можно где-то час подержать его на мокрой тряпке. И потом он хорошо отходит. Так, у меня прошел где-то час, наверное. Он еще горячий. Так. Черный хлеб резать нежелательно сразу. Он будет прилипать к ножу. Ну, это такое свойство черного хлеба ржаного. Поэтому я его оставляю в полотенце на ночь. Он хорошо остынет, и утром его разрежем. Хлеб полностью остыл.
весь пористый. Получился настоящий домашний черный ароматный хлеб. У него так явно присутствует тонкая нотка кориандра. Очень ароматно. Так что готовьте, не пожалеете. Всем удачи и пока.